Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Вас приветствуют птички вот тоже. Сегодня у нас дальше, мы идем по гороскопу. Сегодня у нас мужчина-дева. Очень интересный знак. Кто первый раз на канале, еще раз повторяю я всем, что я не астролог, это у меня хобби. Я люблю наблюдать за поведением людей и выявлять наиболее яркие черты того или иного характера разных знаков. И я сделала пометки очень много, поэтому я буду быстро, так сказать, идти, потому что, честно говоря, про деву думала, сейчас скажу коротко и ясно, а получилось очень подробно. Значит, поехали. Первое слово, которое у меня в голове возникает при упоминании девы, это практичность, прагматичность и организованность. Если мужчина-дева что-то задумал, он обязательно к этому придет. Цель будет точно достигнута. Конечно, дева деве рознь, скажу я вам сразу, они бывают разные, вроде один знак, но они по-разному себя проявляют. Но я собрала здесь, вот в этих заметках, именно то, что чаще всего выражается, в принципе, у всех дев. Девы любят планировать все заранее, чтобы на какое-то время не было точно никаких сюрпризов. Они могут усердно работать, но опять не соглашусь тут с гороскопом, что деньги для них не главное, что они могут чем-то заниматься и, значит, не для того, чтобы получить деньги. Нет, деньги им очень важны, они у них постоянно как красная тряпочка. Хоть они многие это не осознают, но по поведению видно. Девы любят деньги, ну, как бы, кто их не любит, с одной стороны, и они любят уверенно стоять на ногах. Важно, когда у них есть подушка безопасности в виде денег, квартиры, дачи, каких-то ценных вещей, может быть, какого-то производства или там свое дело какое-то, которое можно продать, передать и так далее. То есть это очень-очень важный аспект. Они, возможно, не стремятся к каким-то признанным другими людьми, допустим, высотам на работе или высокой должности, там, отличающей, да, начальственной, там, какой-нибудь шефом стать и так далее. Но им важно добиться своей задуманной цели. Для нее они согласны потрудиться и придумать способ достижения вот этой цели. Некоторые девы корыстны, могут без зазрения совести использовать других людей или ситуацию для достижения беспардонно вот в свою пользу, достижения каких-то вот вещей в свою пользу. Хотя этот знак в гороскопах считается очень честным знаком, с чем я как бы не совсем могу согласиться. Девы, мужчины, педанты по большей части, если не сказать все. Любая покупка должна быть по делу, чтобы она была полезная. Нечего покупать или тратить на что-то ненужное, на взгляд девы. Поэтому, мне кажется, вот в браке и в дружбе деве подойдет дева. Они прям понимают прекрасно друг друга. Внешний мужчина-дева всегда какой-то холодноватый. Даже если страсти кипят, я надеюсь, все-таки у них кипят страсти внутри, какие-то чувства. Внешне они их как-то не очень жаждут показывать. У девы женщины вот есть скрытый чертик в характере, а мужчина-дева, он более, знаете, такой ordentlich по-немецки. То есть это у них такой пунктик на порядке, контроле за супругой, там, за какими-то домочадцами в основном. Это прям очень проявленная черта. Хотя девы внешне могут быть вообще на такого не похожи, но внутри это и есть. Им нужна супруга, такая, скажем, приличная, в прямом смысле. Лучше всего даже из приличной семьи или, что часто встречается, медработник. Это очень часто встречается. Девы часто имеют, девы в смысле женщины, медицинское образование. Не обязательно врач, а просто как-то связанные вот с медициной, какой-то другой должности могут быть. А мужчина-дева, я так понимаю, подсознательно отмечает для себя полезность этой профессии. Потому что мужчина-дева очень рациональный знак.
Они все автоматически рассчитывают в голове, как вычислительная машина. Подходит, не подходит. У них уже такой глаз-алмаз. Мужчина-дева очень не любит сюрпризов, внезапных капризов, агрессии, не любят, когда их беспокоит. Это все, что касается его жены или спутницы. Вот с тельцами они вроде где-то похожи, да, оба Земля, и подошли бы, в принципе, потому что они оба материалисты, но нет. Это все теория. Телец часто смеется, например, любит посмеяться над такими вещами, которые для девы вообще непонятны, вообще, над чем он там смеется. Они вообще не поймут друг друга во многих вещах. Телец страстный, а дева экономит на демонстрации своих чувств. Девы как-то очень долго эмоционально вот раскачиваются. Деву поймет, как никто другой. У них прям дружная совместная жизнь, но такая, на мой взгляд, становится с годами похожа на такие, знаете, мерцающие угольки. Вот прям туда хочется дровишек подкинуть и подуть еще сверху, чтобы раздуть это все дело. Хотя они не просили, это со стороны так кажется. Потому что они, девы, и мужчина, и женщина, в чем-то обязательно будут консервативны. И вот так кажется со стороны. А вот с Козерогом может все и получится. Я могу долго говорить, в принципе, про пары. Это другая тема. Если будет интересно, лучше отделать отдельное видео. Значит, поехали дальше про мужчину-деву. Некоторые гороскопы считают мужчину-деву остроумным. И многие гороскопы. Простите меня, девы. Остроумная и с хорошим чувством юмора дева – это крайне редкий экземпляр. Вот типа Раневской. Девы иногда любят повеселиться, но именно повеселиться. Вот с юмором как-то у них не очень складывается. Во всяком случае, вот у меня такие наблюдения, я уже много лет наблюдаю за ними. Редко, когда вот действительно проскальзывает что-то действительно смешное. Всегда, в любом знаке, вы представляете, сколько людей одного знака. Есть разные представители. И есть в том числе очень и очень остроумные, и люди с прекрасным чувством юмора. Но в большинстве случаев, вот смотря на мужчин-дев в реальности, я вижу, что в основном у них, и, кстати, у женщин-дев, такое плосковатое чувство юмора. Опять же, в основном так, но, конечно, не у всех. Но факты, с другой стороны, упрямая вещь. Иногда мужчина-дева бывает ворчливый такой брюзга, каким бы мачо он внешне ни казался. Мне кажется, что люди, исключительно думающие вот головой и не особо прислушивающиеся, что ему там говорит его внутреннее «я», это вот девы. Но они могут просчитать на много шагов вперед, взвесить все и понять, как нужно действовать. Между прочим, этим девы могут давить. Даже не давить. Нет, тут другое слово подойдет. В общем, не давить, а доставать, например, кого-то вот своим беспокойством. Это как бы она беспокоится о вас. Если, например, ребенок девы будет хотеть стать музыкантом и проявлять желание и талант, дева будет ему настойчиво предлагать какое-нибудь там юридическое или экономическое образование. Короче, настраивает получить профессию серьезную, чтобы без увесистого куска хлеба с маслом не остаться. Я образно говорю, но вы понимаете, о чем идет речь. А что там на душе как бы у ребенка, это уже как бы второстепенное дело. Девы могут не жениться вообще по причине того, что они любят себя обогащать. И зачем им делиться? Вообще, я скажу вам, чувства к женщине иногда даже пугают мужчину-деву, так как чувство это нерациональное, неконтролируемое, долгоиграющее, и на это нужно потратить время. А время это что? Время – деньги. Если влюбится, то не умеет высказать красиво все то красивое, что он чувствует. Ему легче, и это более подходит его природе, проявить внимательное отношение к женщине. Вообще считается, что дева не гуляет налево, если ему дома хорошо и отношения с женой доверительные у них. Но если что-то его дома напрягает, он не может реализовать задумки в сексе, он еще как гуляет.
Поэтому лучше жене ему все разрешать делать в постели и говорить самой ему, чего она сама хочет, и все будет замечательно. Дева как раз все сделает как надо. Вообще, в большинстве случаев они моногамны. Они, кстати, очень брезгливы, может, поэтому еще моногамны. Но всех, правда, кого я знаю, все женаты. И некоторые не один раз. Девы хороши на работе. Они могут долго разбираться в каких-то мелких деталях, инструкциях, чертежах. Вот я сейчас мозаику представила, вот что-то такое вот собирательное. Там, где другие уже будут психовать, увидев эту схему, допустим, какую-то, дева будет тщательно разбираться и сделает все точно. Они очень дотошны. Им хорошо работать на каких-то вот таких предприятиях, где нужна точность. Например, если дева будет вставлять, например, какие-нибудь стекла в вагон, я смотрела передачу, это у меня пришло в голову, я образно выражаюсь, то уже там не будет вот такое вот сикость-накость, и так сойдет. Нет, у него будет точно все стоять. Они, кстати, и с детьми могут сидеть, собирать пазлы или конструктор долго-долго, или что-то клеить, там какую-нибудь модель по чертежам. Потом, правда, они никому не дадут это разбирать. Ну, не дай бог, там что-то они собрали, чтобы ты трогал. Вот. Но они это сделают. Вот у многих нет этой усидчивости у пап, потому что некоторые даже браться за это не хотят. Девы это может сделать. Девы также могут провести переговоры мягко, дружелюбно. Они практичны и осторожны, поэтому, будучи начальником, они продумают стратегию, 7 раз отмерят, и только потом они будут отрезать. Хочется добавить долго и мучительно. Нет, то есть они продумают все. Если мужчина-дева что-то обещал, это точно будет сделано. Это вы можете быть уверены. А еще интересный факт, что сдержанная дева может быть психически и эмоционально неустойчивым человеком. И это для многих людей, ранее общавшихся с девой, может стать внезапным сюрпризом. Девы-мужчины любят хорошо выглядеть. Не в плане стильно, они больше по классике, но в плане прилично и аккуратно. Большинство следит за своей фигурой, занимается каким-то, может, спортом, стрижкой. В общем, они всегда побриты, вымыты и так далее. Любят, чтобы на них обратили внимание, чтобы он выглядел именно так. Он сам это все может сделать, не обязательно ему жена для этого. Он самостоятельно может справляться в быту и вот сам себе погладит и наденет. Выглядят они очень часто намного моложе своих лет, практически все. Девы по большей части уравновешенные, спокойные, ну, если их не заводить, неконфликтные, но это все дипломатия. Если даже с кем-то обсуждал какую-то тему, и его взгляд не поддержали, он сделает по-своему в любом случае. Но вам об этом знать не обязательно. Девы – эрудированный знак. Они могут иметь увлечения, но они не всем открываются. Ты можешь быть коллегой девы и быть не в курсе, что дева профи в какой-то области, например. Если с ним дружить, они дружат и с мужчинами, и с женщинами. И это нормально. Он и без этих вот вокруг да около спросит, что надо, а лучше вы ему сами скажете, и он придет на помощь как друг. Но он, скорее всего, вам не даст денег и не поможет материально, но поможет, например, своими связями улучшить вашу ситуацию. То есть улучшать вы ее будете сами, но с подачи девы сделается это все быстро. Или он даст вам конкретный совет. В общем, поможет, даст вам такую удочку больше, чем рыбу. За сплетни, замечания на публике или неблагодарность он на вас обязательно обидится и нанесет очень неприятный ответный удар. Скорее всего, тогда, когда уже все забыли про это. Если вы им хотите, например, что-то подарить, то дарите что-то полезное, применимое в жизни. То, чем он будет пользоваться. Если он рыбак, то удочку. Если он ездит на велике, может набор инструментов ему подарить. Если красивую... Если, например, вы жена, то можете и одежду подарить красивую, если вы знаете, что ему нравится. Например, сумку какую-то, ремень, там, красивые перчатки. Но все хорошего качества. Всякие просто приятности ему душу не греют. Пройдемся так еще по его характеру. Девы очень логичный знак, любят планировать.
могут быть занудами. Критиковать могут тоже, потому что они лучше знают, как и что нужно делать. Они реалисты и материалисты. Эрудированы, многие начитаны и имеют опыт в какой-то области или даже некоторых областях. Любят анализировать происходящее. Не амбициозны, но у них нюх на деньги. Часто талантливы, могут петь, танцевать, рисовать, чеканить, резать по дереву. Игра на инструментах, кстати, среди дев редкий случай, потому что девы с музыкой, как и с юмором, в не очень тесных отношениях. Занимаются каким-то спортом, типа езды на лыжах, коньках, или, например, там плавают, не знаю, как правильно сказать, плавают на байдарках, прыгать с парашютом – это вот их тема. Ему нравятся женщины, которые нравятся себе и непременно должны быть самостоятельными. Если вы ему хотите что-то предложить, ему важны аргументы, сравнения и факты, а не предположения какие-то размытые. Он ждет конкретный вопрос и понятный, однозначно, недвусмысленно ответ. Разговаривать надо ясно и просто. Вот в полиции им надо работать, кстати. Простые, прямолинейные, дотошные. Это прям их тема. Они ответственны. Это про них говорят все в дом. Осторожный, иногда неприступный, но это для привлечения женского пола. Он старается быть загадкой. Элегантный и опрятный внешне, одет всегда по собственной моде. Дружелюбный, неконфликтный, рассудительный, но медлительный. Тем не менее, легко заводят знакомства, любят поболтать, но у разговора должна быть конкретная тема. Могут организовать людей на благое, часто для него самого, дело. Может быть экономным до скупости. Вот Плюшкин – это точно дева. Надежный, если вам это важно, но скучный, если вам это важно. Мужчины-девы, очень многие обожают природу, ходить в лес за грибами, за какими-то травами, на рыбалку, на охоту, не знаю, вот насчет охоты не могу сказать. Очень часто или собирают коллекции, или сами мастерят что-то декоративное. Любовь для девы – это и хочется, и колется. Дева не любит вкладывать силы и материальные ценности в воздух, в кавычках. Поэтому он взвесит процент полезности знакомства. Он это сделает обязательно, подсознательно. Это природа девы. Она такая, дева я имею в виду, молчаливая каменная стена, о которой мечтают некоторые женщины. Даже многие, можно сказать, женщины. Вот так я вижу вас, мужчины, девы. Пишите в комментариях, так ли я вас вижу. И пишите те, у кого дева где-то поблизости. Может быть, муж, брат или кто-то в семье. Я всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.